Друзья, приветствую вас. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие события происходят и что можно ожидать на этой неделе. Наступившая неделя очень насыщена, крайне насыщена событиями. Здесь фактически все сходится в одну точку. Дональд Трамп поехал в Тихоокеанское турне, проходит встреча стран Тихоокеанского региона. На фоне предполагаемых новых договоренностей и отсрочки торговой схватки между Соединенными Штатами и Китаем видим, как рынки воодушевленно растут, но золото при этом падает, потому что происходит так называемый риск-офф. Ну, здесь, конечно, во многом движение капитала, потому что когда был ужас-ужас, но стало, или, по крайней мере, кажется, что станет немного полегче, сразу начинается отток из защитного актива, и он идет в акции, которые сейчас, по мнению инвестдомов, инвесторов, наиболее востребованы. Это, как ни крути, опять же, акции, которые связаны с искусственным интеллектом. Ну и по золоту давно пора уже этому пузырю немножко приспуститься, а может быть даже и немножко, потому что нужно револьвирование движения потоков капитала, иначе очень сложно зарабатывать большим игрокам. Но и мы видим, как новые игроки на рынке искусственного интеллекта выходят из тени и набирают все больше и больше оборотов. В данном случае это компания Qualcomm, известный лидер по производству чипов для мобильных устройств. Но здесь они заявили себя очень круто, потому что, во-первых, они предоставили модули, чипы, которые позволяют 5G уже внедрять в компьютеры, в ноутбуки, а также они вышли с новыми чипами искусственного интеллекта AL200 и 250, которые уже составляют напрямую конкуренцию NVIDIA. Ну и нас, я так думаю, в ближайшее время ждут новые увлекательные истории, когда компании технологического сектора будут то одна, то другая выходить из тени. Возможно, данное обстоятельство сдержит или отсрочит движение вниз, сильное коррекционное по американскому фондовому рынку. На текущей неделе будет решение по ставкам Федеральной резервной системы США и ЕЦБ. ФРС озвучит свое решение в среду, и судя по тому, что происходит на рынках, наиболее вероятный сценарий, что будет снижение на 0,25, то, что и прогнозируют. И до этого момента, когда ФРС объявит о ставке, я думаю, будет продолжаться бурный рост. В момент объявления мы увидим коррекционный откат. В четверг будет решение Европейского Центробанка. Кроме того, ожидаются данные по ВВП Европы, и можно будет понять в четверг, насколько американские санкции подкосили или не подкосили экономику еврозоны. Поэтому у нас получается на этой неделе чуть ли не каждый день является ключевым. Так, друзья, ключевые новости, я думаю, они таковы. Давайте перейдем к анализу движения финансовых активов. Так, российский рынок сегодня не очень бодр, скажем так. Так, друзья, если индекс ММВБ рассматривать, то здесь мы видим, несмотря на такую динамику нисходящую, пока еще тестирование критического значения не произошло, после пробоя которого можно будет утверждать, что движение вниз, ускоряющееся, оно продолжится. Но если смотреть недельный таймфрейм, то был квартальный. Соответственно, здесь есть, в общем-то, достаточно оснований для того, чтобы на этой ступеньке мы какое-то время, неделю в районе 2470-2500 проторговались. Ну и ужас он начинается в случае пробития 2370. Тогда может все посыпаться. Просто элементарно сработают стопы по многим бумагам, и мы увидим сильное движение. Первая цель здесь может быть 2300. Но если переходить к часовому таймфрейму индекса ММВБ, видим, что здесь есть попытка отторговаться и отскочить. Так, друзья, сегодня, конечно же, на российском рынке герой обвала был ЦИАН. На 10% он в моменте падал. Это месячный таймфрейм. Как видите, по месячному таймфрейму ничего такого страшного по нему не произошло. По крайней мере, пока. Но неделька еще более оптимистичная. Здесь указывает на то, что
просто собрали стопы на фоне новостей о компании. Так, вот у нас дневочка такая красивая-красивая. Ну и если переходить на часовик, как вы видите, здесь, в общем-то, сняли стопы и уже как бы собрались силами для того, чтобы сделать отскок и вернуться вот сюда, в район 642. Конечно, надо помнить, что если пойдет движение назад, и вот этот минимум достигнутый будет переписан в районе 583, то здесь уже как бы будет говорить о том, что компанию будут заваливать. Но сейчас наибольшее количество факторов указывает на то, что после проторговочки будет отскок вверх. Но при этом не надо сбрасывать со счетов общий негативный. Мы видели с вами, какая ситуация по ММВБ. Так, друзья, далее был вопрос по Лукойлу, месячный таймфрейм, то есть одна свеча – это месяц. Здесь вот, конечно, ситуация, она не страшненькая по Лукойлу, потому что пока признаков того, что падение остановилось, нету. Так, вот недельный таймфрейм, движение вниз пока что не разворачивает. Так, дневочка тоже у нас страшновато. Но часовик достаточно оптимистичный, он указывает на то, что весьма вероятность, по крайней мере, локального отскока в район 5700, вот сюда вот. Ну и здесь триггер пробития уровня 5200, если это происходит, то может быть очень сильное молниеносное движение на 5000 и ниже. Так, друзья, далее фьючерс рубль-доллар, месячный таймфрейм, одна свеча, месяц. Как вы видите, пока что сохраняется нахождение в диапазоне в районе 80, вся игра идет. Но если переходить на недельный таймфрейм, в общем-то, содержится указание, что укрепление рубля наиболее вероятно на этой неделе завершается. Так, друзья, далее нефть. Давайте рассмотрим бренд. Это у нас недельный таймфрейм. Наблюдается, что на предыдущей неделе у нас произошел разворот. Цель этого движения должна быть в район 75-76. Но текущая ситуация, она такова, что наблюдается профицит нефти в мире, и этот профицит пока что никуда не девается. Но есть один очень существенный нюанс, который связан с тем, что такая цена, она, в общем-то, неблагоприятна для американских сланцевиков. Ну, вы, наверное, подумаете, что если есть профицит, какая разница, что там у американских сланцевиков. Но есть один нюанс. Если какая-то отрасль Америки не очень хорошо себя чувствует, то могут произойти события, которые они весьма вероятно придут к тому, что эта отрасль себя почувствовала лучше. Ну, например, танкеры во всем мире, их хождение станет менее безопасным, например. Или будут какие-то проблемы с каналом, который в Персидском заливе находится. Так что здесь вариантов борьбы с профицитом вполне достаточно. Но если переходить к дневному таймфрейму по нефти Brent, мы видим, здесь сформировалось движение на отскок, у которого первая цель движения будет находиться вот здесь, вот в районе 73,5-74. Опять же, могут потянуть вниз для того, чтобы выбивать стопы в районе 56-55. Но такое движение, мне кажется, сейчас оно маловероятно. Да, есть фактор Венесуэлы. Да, есть фактор того, что Саудовская Аравия обещает добывать больше нефти, поскольку введенные санкции понизят возможности России в части экспорта нефти. Но я думаю, все равно какое-то событие или какая-то череда событий, она вот это начавшееся движение с высокой степенью вероятности может поддержать, а может быть даже хорошо поддержать. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм, беру сбитый летчик, можно сказать. Вот, но пришли мы к такому значению, когда может вполне развиться еще более глубокое коррекционное движение. Для этого необходимо устойчивое пробитие 3930. Сейчас капитал нашел, куда ему идти, следующая ниша. И я думаю, что весьма вероятно, если будет такое более или менее затишье между Китаем и США, мы увидим дальнейшее движение вниз, потому что золото его хотя бы надо на 3500-3600 свозить. Опять же, вот пробой, если этого не будет, оно проторгуется и будет либо держаться в диапазоне, либо попробует переписать хаи. Но драйва для того, чтобы переписывать хаи, я лично не нахожу. В большей степени, с точки зрения фундаментальных причин,
и технического анализа. Большая часть факторов указывает на то, что золото должно сейчас корректироваться дальше. Так, друзья, далее индекс ужаса и страха, ВИКС, дневной таймфрейм беру. Как видите, сейчас на фоне предполагаемых договоренностей новых между Соединенными Штатами и Китаем, в совокупности с ожиданием того, что ФРС продолжит политику снижения ставок, видим снижение ВИКСа, но здесь, я думаю, просто вернулся в свой старый консолидационный диапазон, который находится в диапазоне 15-16,5-17, и это движение, оно ненадолго. Так, друзья, далее интересная штучка-дрючка, это евро-доллар, дневной таймфрейм. Но здесь как бы мы видим, что евро набирает силы против доллара. Ну, в среду, я думаю, будет все-таки какое-то коррекционное движение. И далее в четверг, когда будут данные по влиянию на ВВП Европы санкционного давления США и решение ЕЦБ, мы можем увидеть вообще вот такую кракозябру еще в четверг. Так, друзья, ну давайте посмотрим, что происходит на рынке акций небожителей. А рынок США сейчас очень сильно взбудоражен. Так, ну и давайте посмотрим, какое движение произошло в сегодняшнем герое дня компании Qualcomm, которая подрезала ликвидность в золоте и за счет этого так вот очень мощно пошла наверх. Так, друзья, ну давайте вот посмотрим годовой график. То есть здесь одна свеча – это год. Как мы видим, эта компания, несмотря на внушительный рост, она пока еще все-таки не реализовала свой потенциал роста до конца. Переходя к квартальному таймфрейму, видим, что здесь есть попытка разогнать ее с целью переписать исторический хай, который был в районе 230. Пока еще вот это движение, оно себя не исчерпало. Так, вот таким образом выглядит недельный таймфрейм. Ну, понятное дело, что до небес не растут, сейчас корректируется и должно еще немножко скорректироваться. Так, вот такая дневочка вообще просто изумительная. Перейдем к часовику. Ну и как видим, несмотря на то, что произошел коррекционный откат, после этого роста, тем не менее, и вот удержание текущего значения в районе 190, если не будет пробития 185-188 вот этого диапазона, соответственно, все основания здесь поторговаться и попытаться уже в обозримые 2 дня переписать исторический хай. Здесь у нас ключевая дата – это решение ФРС в среду. И поэтому вот эта акция, либо аналогичные, схожие по функционалу акции, мы сейчас посмотрим, какие из американского АИ хай-тека могут показать чудеса. Вот здесь как бы это движение, с моей точки зрения, оно себя еще не выработало, несмотря на коррекционный откат. Это, напоминаю, часовой таймфрейм. Так, друзья, ну вот еще есть такая волшебная компания AMD. Вот так выглядит ее график, дневной таймфрейм. Она, конечно, уже очень сильно выросла, но судя по количеству новостей, которые выходят в части организации дата-центров, судя по тому, как и что у нее идет торговля, рост пока себя не исчерпал, но с моей точки зрения она уже не столь интересна, как, допустим, тот же Qualcomm. Так, друзья, далее Tesla, дневной таймфрейм. Как мы видим, Теслу расшарудили, на этой неделе падать она не начала. И я думаю, до среды весьма вероятно будет тестирование на пробой вот этого значения 470. А вечер среды по российскому, по центральноевропейскому времени, он может оказаться неприятным, в том числе для акций Теслы, когда она пойдет корректироваться. И вот здесь уже высока вероятность пробития 410 и уход в район 370-380. Потому что ФРС, я думаю, как и предполагается, снизит ставку на 0,25, но 0,25 это ни туда, ни сюда. Уже как бы судя по динамике прироста новых рабочих мест в Соединенных Штатах, который может являться опережающим индикатором рецессии или стагфляции, происходят неблагоприятные события в американской экономике. В Соединенных Штатах начинается сезон ураганов. Это может повлиять на нефтедобычу в Соединенных Штатах и может в целом увеличить волатильность на рынках.
Так, друзья, далее биткоин, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, здесь, как ни крути, биткоин уже стал, по сути, активом, который используется для сохранения средств, для прироста капитала. Многие крупные игроки делают ставку на него. Ну вот по эфириуму еще предрекают рост, что там якобы есть такое правило 4000, когда 4000 актив достигает, после этого он автоматически идет то ли на 40 тысяч, то ли на 60 тысяч, то ли на 70 тысяч, как утверждает, например, Каясаки. Но мне кажется, по поводу эфириума надо быть очень внимательным. У него есть масса конкурентов, которые его снизу подпирают. Вот. Ну а биткоин, у него такая позиция вне конкуренции. И исходя из дневного таймфрейма, здесь прям вот напрашивается отработка цели движения в районе 122. Вот сюда, вот к этому значению, ранее достигнутому. Вот. Но это вот ожидание на ближайшие 2 дня, потому что в среду, когда будет решение поставки, весьма вероятно произойдет коррекционный откат. Ну и по биткоину, с моей точки зрения, здесь следующая стратегия. Вот сегодня, завтра с утра, если возникает пробой выше этого значения 116, то вот отсюда развивается движение, у которого цель будет переписать 122 тысячи, вот это значение. Вот. Ну и в среду мы увидим коррекционный откат. Если вот это движение не происходит сегодня, завтра с утра, то весьма вероятно мы возвращаемся вот сюда, вот в район 112, 111 и будем торговаться здесь. Так, друзья, ну вот волшебный эфириум, который сейчас начинает подогревать. Ну, не могу сказать, что здесь прямо такая ситуация, которая указывает на то, что его понесут небеса. Но вот опять же до вечера среды или на вечер пятницы весьма вероятно движение 4500, 4600 вот сюда, к вот этим вот значениям. Опять же видим, здесь вот он подошел к уровню сопротивления, его на объемах надо пробить, и тогда мы это движение последовательно увидим на этой неделе. Если здесь пробой не возникает, то вот это движение наверх, оно откладывается до наверное, полудня пятницы. Вот. Ну, тут отбой и проторговочка в этом диапазоне. Я думаю, все-таки сейчас более интересен биткоин, пока эфириум не созрел. Хотя вот это движение, оно было очень сильное, но здесь его, соответственно, и продали очень сильно. И он просто отскочил физически. Так, друзья, далее Ripple, тоже дневной таймфрейм. Но, кстати, по Ripple ситуация достаточно позитивная с моей точки зрения. Вот он сейчас должен пробить 2,7, закрепиться. И после этого его ждет движение на 3,13. Правда, это будет не сразу. То есть вот неделю или 2 ему для того, чтобы развить это движение. Я, конечно, надеюсь на то, что ФРС не объявит в среду, что они как бы ставку не будут снижать, а то ее и повысят. Если такое произойдет, то это будет форс-мажор. Так, друзья, ну вот еще есть такая монетка, которая была ранее популярна, сейчас она исчезла из раздела популярных. Называется она Litecoin. Никого агитировать не буду, но, по-моему, здесь готовится сильное движение на отскок и переписывание хая. Но это может быть мое личное субъективное мнение. И эта идея не ближайших дней, я так думаю. Но вот что-то здесь такое происходит. Так, друзья, ну, в общем-то, вот основные новости, основные моменты. Желаю вам всего самого лучшего, успешной недели и преуспевания в любых начинаниях.